Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. Когда он узнал невероятную правду о том, где его дочь пропадает по вечерам, он разрыдался и вызвал полицию. Позже он рассказал в интервью СМИ, что до сих пор не понимает, как дочери удавалось так долго делать это незамеченной. «Если бы мы с женой узнали об этом раньше, мы бы сразу же вмешались», — сказал отец. Шел четвертый день подряд, когда Том обнаруживал комнату своей дочери пустой. Это всегда происходило в одно и то же время с 18:00 до 19:00. Маленькая Эмма и раньше могла выйти из дома, чтобы поиграть неподалеку. Но она никогда не уходила далеко от дома, да еще и несколько дней подряд. Поэтому Том начал волноваться, когда он прямо спрашивал об этом дочь, та отвечала что-нибудь заранее придуманное на тему того, что это мое дело. Но Том отец, а дочери всего 5 лет. Почему она где-то пропадает каждый день? Когда Том понял, что ответа от Эммы не дождаться, он решил выяснить все самостоятельно. Когда Эмма исчезла уже на 5-й день, Том решил для начала обыскать ее комнату. Он был твердо настроен узнать всю правду. Для этого у него был всего 1 час. Первым делом он перерыл все ящики с одеждой и игрушками, но ничего не нашел. Затем он случайно заметил под подушкой листок бумаги. Том отложил подушку в сторону. Взял записку и прочитал: «Приходи в домик на краю вашего участка ровно в 18:30. И чтобы одна. Что вообще происходит? Почему его дочь должна приходить куда-то одна несколько дней подряд? Кто это мог написать? Был только один способ это выяснить: проследить за ней. На 6-й день Том сидел наготове в гостиной с открытой дверью, присматривая за Эммой. Если она покинет дом, он сразу сможет пойти за ней. И вот часы пробили 6 часов вечера. Том немного отвлекся, а когда вспомнил об Эмме, ее уже и след простыл. Том выскочил из дома и подошел к задней двери. Он едва успел заметить, как Эмма исчезла в лесной чаще. Хорошо, что Том успел это заметить, потому что еще немного, и Эмма пропала бы из поля зрения. Он бросился за ней. Впрочем, он хорошо знал, о каком доме на краю участка идет речь. Семья Тома владела участком площадью 5 гектаров почти 100 лет. Упомянутый дом на его краю когда-то принадлежал его родителям, но последние 50 лет в нем никто не жил. Однако, когда Том приблизился к этому дому, нечто его очень испугало. На балконе стоял человек. Том спрятался за деревом рядом с домом и принялся ждать. Что тут делать Эмме? Не уставал он повторять про себя. Долго ждать не пришлось, Эмма явилась спустя пару минут. Постучала в дверь кулаком. Таинственная фигура на балконе исчезла. Дверь открылась, и Эмма вошла внутрь. Что за человек стоял на балконе, что они делают в доме, а главное, какое Эмма имеет к этому отношение? Том начал действовать. Он прихватил с собой ключ от черного входа в этот дом. Туда-то он и проник, стараясь не издавать ни звука. Он медленно подошел к главной комнате, откуда раздавались звуки. Это была его дочь, и какая-то незнакомка. Голос явно принадлежал женщине. Они о чем-то разговаривали. Том притаился у косяка и начал прислушиваться к разговору. Там происходило еще что-то. Какое-то движение. Какие-то шаги, и не только дочери и загадочной женщины. Затем Эмма неожиданно распахнула входную дверь. Том едва успел спрятаться за углом. Эмма вышла из дома. Том подумал, что она возвращается домой. Сначала он пошел за ней, но потом решил все же выяснить, что это была за женщина и какие у нее дела с его дочерью. Он вернулся в дом, но на этот раз перед его глазами предстала совсем другая картина. Том буквально остолбенел. В комнате было больше 20 собак. Та женщина сидела в углу. Что здесь происходит, черт возьми? Женщина испугалась и попыталась улизнуть, но Том ее остановил. «Объясните мне, что здесь происходит и о чем вы каждый день секретно общаетесь с моей дочерью». Пожилая женщина расплакалась и снова села. Она вздохнула и поведала Тому грустную историю. «Если бы мы с женой узнали об этом раньше, мы бы обязательно что-то сделали», Том позже скажет журналистам. Эта женщина была такой старой, что умерли все ее родственники и друзья. Когда она оказалась совсем одна, ее поселили в дом престарелых недалеко от школы Эммы. «Мне было очень одиноко», — сказала она Тому.
Когда ей стукнуло 80 лет, она поняла, что надо что-то менять. Я решила сбежать из дома престарелых, но так, чтобы никто не знал, где я, потому что меня могли упрятать обратно. Какое-то время она просто жила на улице. За это время она подружилась с бродячими собаками, которых становилось все больше. Она не доедала. И тогда она познакомилась с маленькой Эммой. Собаки были моей единственной семьей. Со временем у них появлялись щенки. Скоро бабушке стало так сложно заботиться о себе и о своей всевозрастающей собачьей стае, что она буквально начала готовиться к смерти. И тут ей попалась Эмма. Она вышла из школы во время перемены. Эмма рассказала ей о пустующем доме в своем семейном поместье и пригласила ее там пожить. «Я живу здесь примерно месяц. Еда уже кончилась, потому что нужно кормить песиков. И тут ваша драгоценная Эмма снова пришла на подмогу. Последнюю неделю Эмма каждый день навещала старушку и ее собак. Она полюбила с ними играть. Она интересовалась, как у них дела. Когда стала кончаться еда, Эмма снова не могла стоять в стороне. Она начала брать еду дома и относить своим новым друзьям. Это было немного, но достаточно, чтобы не умереть с голоду, призналась женщина тому. Услышав эту историю, Том не смог сдержать слез. Он побежал домой, чтобы поговорить с дочкой. Эмма сидела на стуле во дворе. Том обнял ее так крепко, как только мог. Он рассказал ей, что следил за ней и теперь все знает и про старушку, и про собак. «Все хорошо, милая, но, пожалуйста, больше никаких секретов, хорошо?» Все беспокойства и треволнения Тома сменились радостью и гордостью за дочь. А когда он рассказал об этом жене, они решили сделать нечто особенное. Родители Эммы решили помочь пожилой женщине, ее звали Линда, и ее собакам. Линде разрешили жить в том доме бесплатно и каждый день кормили и ее, и собак. Но и это еще не все. Том с женой объявили благотворительный сбор средств и смогли превратить пустующий дом в приют для собак. И теперь Линда, Эмма и ее родители ухаживают в нем за примерно 40 собаками. 15 собак уже нашли новых хозяев. Эмма регулярно получает письма и фотографии от счастливых владельцев. Все это произошло только благодаря самоотверженному поступку этой пятилетней девочки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.